Так, господа, привет! Сегодня будет, можно сказать, отзыв и небольшой обзор на кроссовочки от Puma Mega Energy в таком вот исполнении. Перед началом видео хочу попросить тебя, подпишись, пожалуйста, на канал. Если тебе не сложно, а я думаю, что это не сильно сложно, поэтому давай, бро, подписывайся. Так вот, в целом кроссовки уже не новые. Они где-то 19-го, если не 18-го года. Дословно не помню, в интернете информацию искать не стал. Так, в чем суть? Очень годные кроссовки, но они продаются сейчас. Именно в таком же исполнении. Есть немного другие материалы верха, там чуть-чуть переработанный дизайн, но в целом это одно и то же. Сделаны они во Вьетнаме. Полномерные. Но, правда, тут такой моментик, что человек, который их носит, у нее получается 38 с половиной, и получается так, что на некоторых моделях она берет тот или иной размер. В зависимости от колодки, там, от особенностей, конкретно эти она брала для работы, поэтому взяла как бы чуть побольше. То есть по износу палец был вот где-то вот в этом месте. Модель выполнена вот в таком вот интересном цвете. Это серый с черным, довольно практично, на мой взгляд. Имеется эко-материал, который позволяет лучше фиксировать их. Шнурки заходят как раз, вот такие вот петельки. И они хорошо обхватывают. Сама по себе даже без этой вставки, без шнурков хорошо держится, так как здесь цельный верх, это горловина. Но она хорошо тянется, обувать их можно. Особенно если привыкнуть, они со временем немножечко подаются. Вначале, конечно же, многим может показаться, что довольно сложно в них влезть. Но опять же, это все дело привычки. Также петелька в середине, в которую заходят шнурки. Надпись Puma. Сзади имеется резиночка, которая выполняет здесь декоративную роль. Здесь все также хороший каркас вот этой вот горловины пятки. Вот. Ну, для брендинга выглядит поярче, на мой взгляд, тоже, мне кажется, интересное решение. Надпись Energy. Это говорится именно о подошве таких вот гранулок, напоминающие буст, но по факту это не так, и мы тоже разберем это все дело. Имеется кант, который прошит вот от низа до вот этого вот язычка высокого. Немножко имеются следы вот загибов. Хорошо, как он обволакивал ногу. Подметка идет на всю площадь. Она имеет вот такую елочкообразную форму. Она практически не износилась. В основном девушка работала в помещении. Понятно, она в них и ходила, эксплуатировала на улице, но большую часть времени они провели все-таки в помещении. Также верх идет двухслойный. Ну, ни для кого это не новость, практически везде он используется. Здесь идет верхний слой текстиль, который, в принципе, нормально вентилируется. И еще также подкладка с внутренней стороны, которая, кстати, вот спустя больше года эксплуатации, но опять же, все это дело менялось. По сути, очень активно не эксплуатировались, где-то, может, месяца 4 плюс-минус там. Проверим на вентиляцию. Воздух проходит, внутри синтетическая подкладка. По ней палец аж скользит так. Хорошо выделен задник для мягкости и фиксации. Вот он такой толстенький. Причем имеет структуру ткани именно вот верха. Стелька Sold Foam. Первые Sold Foam, они были несъемные на них. Сейчас же уже Puma делает их съемными. То есть они идут не защищенные, просто Sold Foam, сверху проклеен текстиль. Они вынимаются. Здесь же, чтобы ее достать, ее можно достать, но нужно посушить феном, чтобы не отдирать прям, так скажем, с мясом. Но ее никто не отдирал отсюда. Она их стирала просто там, образно говоря, там тазички с водой, мыльным раствором. Тут видно на эко-коже, что она их, конечно, повредила, еще чем-то запачкала. Эта уже хрень не отмывается. Текстиль снаружи нормальный, понятно, не припылились. Их можно довести еще до лучшего состояния, но никто этим уже заниматься сильно не будет. По внутренней части, если пройтись, то здесь вот чувствуется, там где большой палец, мизинец, вот в этой части уже протерлись дыры. Есть такой момент, что чувствуется
Но опять же, верх очень прочный, вот этот материал, он, на мой взгляд, его, чтобы прорвать, надо либо очень много ходить, либо иметь там какие-то анатомические отклонения с ногами. Они должны быть либо очень широкими, либо очень что-то, какая-то косточка, образно говоря, или палец должен выпирать. Тут немного от пятки потерлась. Тут пошли уже такие как бы стрелки. Вот тут уже сильнее видна эксплуатация. Тут уже такие как бы дыр. Здесь аналогично, с внешней стороны чуть посильнее, с внутренней еще видно. Вот, и теперь о гранулках Energy. Это, по сути, та же Evo, как позиционирует и указывает Puma, но по факту, мне кажется, она даже лучше нее, которая просто под температурой тоже соединена. И таким образом, как бы, она работает на амортизацию, возврат энергии, поглощение ударных нагрузок разнообразных. Но она очень уступает технологии Boost. Тут, конечно, ничего не поделаешь, но на мягкость она ниже среднего. Причем у Puma она сама не заявляет, но у нее есть разная степень мягкости вот этих вот Energy гранулок. У каких-то моделей они посильнее прогибаются, они более податливые, более мягкие, так же самое, как и толщина пятки. И конкретно здесь же они более такие сплоченные и плотные по своей структуре. Поэтому нельзя сказать, что они супер мягкие там, или они прям супер работают. Они вот, ну, средние, скажем так. Она сама, эта пена уже забилась, пожелтела не сильно, не так как Boost, но тем не менее тут уже не отмоешь. Вот эти все щели позаходила грязь, пыль. Ну, это неизбежно, по сути. Вот эти прорехи все позабивалось. Salt Foam стелечка, она здесь тоже уже пришла в негодность, продавилась. В некоторых местах прям я сразу чувствую именно низ кроссовка. За счет этого уже не будет той амортизации изначальной, потому что эти стельки, они очень-очень мягкие были в самом начале. Теперь же уже не тот эффект. Ну, понятно, время берет свое. Теперь небольшое сравнение с гибрид. Это уже следующее видео, которое я запишу, обзор на кроссовки. Это гибрид Rocket, которые тоже у нас достаточно давно, но почему-то как-то мне руки не доходили их заснять. Вот это вот гибрид, он гораздо мягче, гораздо круче. Это одни из первых кроссовок, которые Puma выпустила с этой технологией. Позиционируются они как беговые и выглядят очень так футуристично. Даже до сих пор, на мой взгляд, очень-очень круто. Так вот, гибрид и Energy. Давайте возьму один кроссовочек. Гибрид — это пена Ignite. Обычная пена, то есть по сути это чуть-чуть лучше Evo в том плане, что там добавлен специальный состав, который дает больше возврата энергии по сравнению с обычной пеной сплошной. Но кроме того, сюда добавлены еще гранулки Evo вот с Energy. И вместе в совокупности они очень круто работают. То есть амортизация здесь вот действительно чувствует, но возврат энергии немножечко, буквально уступает обычным. То есть здесь уже больше они работают на амортизацию, на мой взгляд, опять же с тем же бустом. Вот, но вот это вот другое дело, здесь вот чувствуется в сравнении вот с обычными. Вот для чего их нужно брать? Их можно взять, понятное дело, для ходьбы, для легкого какого-то бега, опять же, даже не полумарафонки, это 100%, просто вот бег на короткие дистанции, разминочные, там, тренировочный вариант тоже неплохой, причем я знаю, что люди в них тренируются, ну даже там штанги таскают. Вот, на мой взгляд, это круто, потому что здесь небольшой перепад пятки до носка, фиксация нормальная, вверх причем можно затянуть, и весь каркас он нормально обеспечивает за счет того, что они не очень широкие в носке, они средние здесь, скажем так. Нога в них не болтается, она вот четко заходит как в носочек и чувствует себя отлично. Это тоже является крутым плюсом этих кроссовок. Поэтому, в принципе, они подходят практически для всех, за исключением у кого высокий подъем, будет сложновато залазить, там людей в возрасте они не любят, чтобы вообще без проблем нога входила.
Но, тем не менее, я могу рекомендовать их всем, но не для профессионального какого-то спорта, понятное дело. По дизайну они уже далеко не новые. Есть у конкурентов, есть у Puma модельки получше, но, тем не менее, они продаются. Стоят не космических денег. И, в принципе, за эти деньги нормальный вариант, скажем так. Но не более того.